Приоткрою завесу тайны над тем, чем я занимаюсь в то время, когда не записываю интервью. Я занимаюсь журналистскими расследованиями. Э, Одна из тем, над которой я работаю, это рассказ, исследования ситуации, посвященной одному жителю валенсианского сообщества, в котором я живу. Его зовут Марио Гарсия Калатают. Прошу прощения за мое произношение. Марио для краткости. В чем же интересная история Марио? Он был муниципальным служащим больше 10 лет назад. Он вышел на пенсию и решил, что не может стоять в стороне от того, что происходит на Украине. Поэтому в 2013 году, в 2014, да, после начала всех вот этих вот событий в Крыму, он приехал в Украину и занимался волонтерской деятельностью. По состоянию на февраль 2022 года он оказался в Херсоне. В Херсоне он познакомился с местной жительницей, с Татьяной. И у них завязалась любовь с первого взгляда, я бы так это назвал. Ничто тогда не предвещало скорого вторжения. То есть были разговоры, но и до этого российские войска собирались на границе с Украиной. Все люди надеялись на то, что это всего лишь некая демонстрация силы. Татьяна с Марио начали общаться, встречаться, то, как ведут себя молодые люди, несмотря на то, что разница у них порядка 20 лет. Но пробежала искра, у них начались отношения, а в конце февраля, в начале марта на территории Херсонской области, в Херсоне, появились российские войска. Если вы помните, в это время ходили люди на манифестации, жители украинских городов, выступали с лозунгами против прихода российской власти. На эти же митинги ходила и Татьяна вместе с Марио. Он стоял в первых рядах, прямо напротив вооруженных людей, с соответствующими плакатами. И, видимо, он в силу своей такой характерной испанской внешности привлек внимание спецслужб. Дальше я в своей истории, которую я сейчас пишу, рассказываю о том, каким образом Марио оказался на территории Крыма, что с ним на этой территории происходило, какое отношение к последующим событиям после марта 23 года, нет, 22 года оговорился, после марта 22 года имеют российские власти, что делают испанские власти. Но на настоящий момент, почему эта история вызвала мой интерес, на настоящий момент местонахождение Марио Гарсия Калатаюда неизвестно. Неизвестно ни его семье, ни его девушке.
По некоторым данным, российские власти отрицают, что он находится на территории Российской Федерации. А есть другие доказательства того, что российские власти знают, где Марио. Ну, в общем, я сейчас нахожусь в стадии сбора информации по этой истории. И пытаюсь подать ее, эту историю, с такого угла, который раньше не был продемонстрирован. Небольшой спойлер, таких Марио в кавычках, то есть иностранцев, которые пропали на территории Российской Федерации, их ни один, ни два и ни три. Вот, раз уж сегодня меня опубличили с одним моим расследованием по Краснодарскому краю, я не стесняюсь рассказывать о том, что еще я делаю как журналист-расследователь. Мне кажется, я делаю интересные расследования, и когда я завершу и это, и предыдущее расследование, у вас будет возможность ознакомиться, я надеюсь, в печатном виде на русском языке, и на английском, и на испанском. Опять же, я это делаю для того, чтобы помочь людям. В конкретном случае с Марио, чтобы помочь его близким, его девушке. Борюсь за жизнь человека. Надеюсь, что он жив. Для меня борьба за жизни людей это важно. Как и мои другие расследования, через них все проходят красной нитью гуманитарные принципы верховенства ценности жизни человека. Ну, вот такие вот расследования. Теперь вы знаете чуточку больше. Пишите мне в комментариях, что еще нужно мне расследовать, какую еще информацию надо собрать по тем темам, которые действительно покажутся. Поймите, я не просто выбираю тему, я нахожу потенциальных издателей, которым бы эту тему было интересно издать. Потому что писать в стол это не совсем то, что нужно. Надо писать, чтобы тебя публиковали. Поэтому предлагайте много тем в своих комментариях. Ставьте лайки или дизлайки, если совсем вам не нравится то, что я делаю. Я буду писать, возможно, вы подскажете что-то такое, что ускользнуло из моего фокуса внимания. Все, всем пока. Подписка, лайк, репост, все уведомления, ну вы знаете, что вам рассказывать. Взрослые люди.